Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз. Гороскоп. События на пороге января. Три главных события первых 2 недель. Начало года или начало месяца. Давайте узнаем. Как начнется месяц? Каковы подсказки карт? Планетарно, как будто времени на долгую подготовку, раскачку у нас не будет. Меркурий 2 января выходит из ретро-движения, и это значит, то, что было отложено, возможно, во второй половине декабря, у вас как раз приходит движение. Это как оказия или случайное какое-то событие, на самом деле глубоко не случайное, или как какая-то возможность, потому что что-либо может ускориться. И поэтому где-то нам придется, может быть, быстрее ориентироваться почему-то, от чего-то не отказаться или ухватить ту самую счастливую возможность. Но это планетарно. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, вы люди интуитивные, и какая-то для вас, может быть, подсказка, или вы сумеете просчитать какую-то свою ситуацию на пару шагов вперед. Одним словом, Таро прогноз вам будет чем-то полезен. Первую карту, которую мы достанем, будет называться «Что придет в вашу жизнь, на порог вашего дома, может быть, какие возможности, что придет». А что уйдет? Начало года все-таки. И три события главных. Первое событие, второе и третье. Что это будет для вас означать? Итак, что придет? Все под контролем. У меня уверенность, у меня надежность, у меня стабильность. У вас, правда, стабильный период жизни, когда вы и контролировать можете, планировать, что немаловажно, уже можете. На начало где-то января, значит, какая-то картина в целом для вас вырисуется, ну, той, которая есть на самом деле. Конечно, это может быть, что придет. Знакомство с человеком. И неважно, кто меня смотрит, девушки или мужчины. У нас король пентаклей. Это просто энергетика. Это может быть и женщина, не обязательно мужчина, но которая тоже достаточно рационально прагматичная, которая сделала себя сама. В целом, это человек, который надеется всегда сам на себя. И что говорят по этой карте? Это та личность, которую сложно где-то выбить из колеи, потому что всегда король пентаклей предполагает, он знает, обстоятельства вечно меняются, и он где-то к любому повороту событий готов, потому что есть какая-то конкретная цель, что-либо осуществить. И поэтому, если есть какие-то нюансы, значит и король пентаклей готов скорректировать свои мелкие планы. Главное, чтобы не упустить чего-то более крупного, серьезного. Повторюсь, действительно все под контролем. А что уйдет? Ой, вот могу порадоваться по этой карте, я ее называю, ну и не совсем я ее называю, это второй иллюминатов, она так звучит. Бунтарь без причины. И правда, по этой карте проходят те люди, у которых сложный характер, которым сколько ты ни делай хорошо, всегда будет плохо. Или какие-то разочарования. По этой карте, кстати, это могут быть еще те люди, которые нам выдают какую-то желаемую картинку за истину в последней инстанции, а по факту это дело обстоит по-другому. По этой карте идут вообще личности, с которыми не хочется встречаться, кстати, и вот это все как будто бы уходит. Негатив какой-то уходит из вашей жизни. Может быть, какие-то сомнения, разочарования или переживания, мои дорогие, то, что прежде вас эмоционально цепляло. Вот холодная же карта и достаточно темноватая. Вот этот лед, вот этот холод, вот это, знаете, состояние, может быть, у кого-то апатия, оно тоже уходит. Больше позитива и уверенности в вашу жизнь приходит с первыми числами января, и это здорово. Главные события, давайте узнаем. Первое событие, шикарно, еще одна карта Пентаклей, теплая, надежная, уверенная карта. И это наши планы на лет 10-20 вперед. Я называю эту карту марафонского забега, потому что это
какие-то, ну, не обязательно начинания с нуля, нет, но это то, что вы делаете, чем вы занимаетесь, может быть, добавляете какой-то элемент новизны в вашей работе или в вашем бизнесе, в ваших планах на будущее, но именно для того, чтобы улучшить какое-то дело, усовершенствовать, может быть, свои навыки, потому что всегда по рыцарю Пентаклей, все-таки Пентакли, в конечном итоге эквивалент – это финансы, деньги. Видимо, в целом денежная тема у вас в начале января будет очень актуальна, что-то решить. Может быть, вам придется куда-то конкретно отправиться. Поездка либо ваша, либо к вам приедет какой-то человек. По этой карте, если у вас сложная финансовая ситуация, как будто есть человек, который как минимум выручит деньгами, субсидирует, или который может вам помочь выйти из сложного состояния, положения, вот это тоже проигрывается. У кого из вас была задержка денег, может быть и крупной суммы, вы ее определенно в первые 2 недели получите, наверняка, не сомневайтесь. И есть еще такой момент, когда вы можете пересматривать свое окружение в позиции больше надежных людей, может быть, людей, те, которые имеют вес в обществе, те, которые имеют какие-то полномочия. Вам вообще, в принципе, может захотеться пересмотреть свое окружение, как и близкое, так и далекое. Давайте мы посмотрим на картах, раскроем эту карту «Рыцарь Пентаклей». Чем дело кончится? Хотя дело не кончится. Тут самое начало, как я сказала, на десятилетия, на долгий период. Но все же, чем дело кончится? Вообще ваша карта сигнификатор, но чем тут дело кончится? Какие-то вы планы будете уже строить. У кого-то это может проиграться еще и не только финансовая ситуация, а вопрос, связанный как-то с личной жизнью. Может быть, какая-то, не обязательно, это не про любовь, а именно ваша личная история. Может быть, личная история в плане финансов. Или это ваш какой-то бизнес, или работа, или ваши планы. Чем дело кончится? Здесь, как вы сами захотите от ваших приложенных действий, усилий, будет зависеть какой-то итог. Или вы не должны какую-то возможность упустить, мои дорогие. Чем сердце успокоится? А сердце действительно успокоится. Прекрасная карта. Рыцарь кубков. Правда, поездки тоже, скорее всего, у большинства из вас, как минимум, либо к вам, либо все-таки и вы куда-то можете отправиться, пусть недалеко. Или будете планировать ее тщательно, эту поездку. Такое тоже может проиграться. Или переезд, или смену места жительства. Как-то вы захотите улучшить, может быть, свои условия и надумаете, а не переехать ли мне, вполне вероятно. По рыцарю кубков подарки, приятные эмоции, хорошее настроение, чем сердце успокаивается. Радостью, мои дорогие, буквально есть повод для радости, есть повод для успеха, есть повод для кармана, прямо скажу, все-таки пентакли нам дважды выпали. Ну и само по себе фон, вот, да, настроение, то, что мы называем, или нашего душевного состояния, вашего, мои дорогие, здесь тоже очень приятный, позитивный. Совет от карт давайте мы узнаем в этой позиции. А вот где-то не будьте, знаете, чересчур рациональными, или не будьте чересчур, может быть, и где-то жесткими, холодными, неотзывчивыми, все-таки мечи, да. Здесь больше логики, и как раз рационализма, расчета, подсчета, может быть, поиск какой-то информации. Вот если нужна информация, конкретика, например, юридическая, как в отношении меня работает закон, или вот как мне следует, какие действия совершить, чтобы оформить тот или иной документ. Вот такую конкретную информацию, эта карта прекрасно дает совет, что тогда, правда, эмоции нам не нужны, нужна какая-то детализация нашего проекта, и в этом эта карта помогает. Но если мы говорим про эмоции, вот эта жесткость, она вам как будто сейчас дважды не нужна. Давайте мы посмотрим второе главное событие. Праздник, мои дорогие, радостные эмоции, может быть, подарки, счастливые события, может быть, поворот дел как-то вот со знаком плюс, когда вы будете чем-то воодушевлены. Может быть, для кого-то в личной жизни предложение, признание в любви, правда, дважды.
чем дело кончится. Это праздник. А вот кому-то из вас этот праздник захочется продолжить или перевести этот праздник как в новые какие-то возможности. Может быть, это и связано с работой. Или, посмотрите, у вас выпадает еще один рыцарь, уже 3 рыцаря есть. Много людей в вашем окружении. И много перемещения будет. У кого-то поближе, у кого-то подальше. У кого-то, знаете, сама по себе, как жизнь, но на колесах проиграется. Может быть, эта и работа у вас с этим связана, вполне вероятно. Но есть еще такой момент, что к вам может приехать человек и принести какую-то радостную новость или какое-то предложение для вас со знаком плюс. И знаете, вот все нужно как бы проиграть, я имею в виду провзаимодействовать со всем, что приходит на ваш порог. В целом, вот может быть такая, как, знаете, быстрая смена событий, или когда мы даже не успеваем, ну вот сесть и проанализировать, просто понимаем, что именно сейчас нужно сделать это дело, или решить этот вопрос, или осуществить какую-то поездку, и может быть там в местности, в другой совершенно, вы увидите какую-то конкретику иначе, или договориться сможете по-другому. Вот, но так вот эта турбулентность, она дает совершенно другое качество жизни, ощущение. Вот эта динамика вас будет вдохновлять, мои дорогие, и где-то радовать. Вы будете себя ощущать, ну, наверное, вот как в той фразе «рыба в воде». Вам понравится, как будто так. И по рыцарю жезлов, это, знаете, огромный плюс по этой карте. Ну, во-первых, тут нам о чем говорят? Что информация может буквально как свалиться на голову, и нам придется на это откликнуться. Или, если нас зовут в поездку, как будто тоже следует отозваться и поехать с кем-то. Или это может быть лично для вас вот такая будет необходимость, как я уже сказала. Быстрота и скорость идет по этой карте. И я тоже сказала, что наша реакция где-то предполагается не в плане «я завтра подумаю», а вот буквально в моменте здесь и сейчас. Но это вам все помогает тому, чтобы вы были готовы к неожиданностям. Потому что рыцарь жезлов, он интуитивно, его невозможно застать врасплох. Он как будто настроен на вот эту смену обстоятельств, событий, обстановки, и ему это нравится. На заднем плане в этой карте изображен вулкан. Вот. Поэтому где-то скучать будет некогда, правда. Чем сердце успокоится, давайте мы с вами узнаем. Шикарно. Люблю эту карту, 9 пентаклей. Конечно, по нумерологии 9 это не финал отнюдь, а это как раз момент перехода, и впереди перемены. Говорят, почему с деньгами где-то так рачительно надо относиться. Ну, вы-то как раз рачительные хозяева. И здесь это карта самодостаточности, когда у вас получается осуществить какой-то проект, чем сердце успокаивается, если есть у вас даже какие-то глобальные задумки. Ведь это самодостаточность, самореализация в этой карте. И, безусловно, финансы. И по финансам-то тоже успешный период, понимаете? Что бы вы тут ни задумали, вы как все контролируете, очень многое можете решить из тех вопросов, которые, ну, как злободневные дела работы, бизнес, согласование, буквально, может быть, документов с высокими чиновниками, получение этих самых документов, заработок непосредственно. Все для вас, мои дорогие, со знаком плюс. Удачное очень время, поэтому, может быть, нам и в главное событие сказали праздник. Карту совет давайте достанем. Все сохраняйте. Карта жадины. Я уже сказала, что нужно быть рациональными. С деньгами аккуратно. У вас как будто должен быть якорь. Вот эта карта тоже любая 4, по сути дела, это якорь. И вот, значит, вам где-то такие энергии будут дважды, мои дорогие, помогать. По крайней мере, в январе. Может быть, в последующем, если мы говорим 9 пентаклей, да, это пороговое значение перед переменами. И, может быть, будут какие-то возможности, траты, может быть, в последующем, когда... Если сегодня не потратили деньги, завтра себе сказали спасибо. Но, по крайней мере, вам придется еще удерживать заданные позиции, и карта совет как раз говорит об этом.
Третье главное событие, важное событие, любовь, мои дорогие. В личной жизни как будто стоит уделить внимание. Двойка кубков. Это, конечно, в первую очередь личная жизнь. У кого-то это может быть как совет, дипломатия, безусловно. Но по этой карте проходят те люди, это может быть отчасти ваше окружение, которые вас принимают такими, какие вы есть. Это те люди, которые искренне относятся к вам и к которым вы также искренне относятся. Здесь тот союз, скорее, когда люди понимают друг друга без слов. Не нужно что-то объяснять, доказывать длительно, но чаще это, конечно же, личная жизнь в этой карте. Чем дело кончится, давайте узнаем. Хотя чем дело кончится? Любовь, она сама по себе на то и любовь, что все продолжается. Но мы все разные, и у кого-то это может быть как подсказка. Именно в плане дипломатии, договориться со всеми. Правда, шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Что-то продолжается, тут не заканчивается. И заслуженный успех – это не то, хотя нам здесь уже сказали, успех у вас есть, более чем. Но, видимо, увеличение ваших доходов или усиление ваших позиций, вашей экспертности, как бы, да, вашего профессионализма. Здесь все со знаком плюс, как будто в рост это все идет. У кого-то, правда, и еще одна поездка, переезд или, опять же, какая-то динамика жизни. По этой карте вы можете сменить направление деятельности. Очень хорошо проигрывается IT. Или, например, для кого-то из вас может стать актуальным. Раньше я ходил в организацию, в офис на работу, теперь я хочу удаленной работы. Или наоборот. Или я хочу работу с командировками. Работа с большим объемом информации, работа, допустим, как изучение, может быть, чего-то нового, новых языков или языков программирования, мои дорогие, правда, для того, чтобы освоить где-то сферу IT, нужны скиллы, навыки. И поэтому это те профессии, которые можно получить не сидя за партой в университете по нескольку лет, а когда по прохождению курсов при должном вашем интересе, тут действительно можно получить профессию. Кто-то об этом может из вас задуматься, а для кого-то, правда, поездка, переезд или ваши новые возможности по бизнесу, по работе, сама по себе карта перспективы и дальнейших успешных побед. Давайте чем сердце успокоится. Оно успокоится тем, что какая-то, вот нам уже показали по рыцарю мечей ситуацию, что уйдет, мы спросили. И я говорила, разочарование, какие-то душевные, может быть, переживания, которые... Сама ситуация закончилась, а вот то, что осело в душе, оно не уходит. А вот здесь как будто карта трансформации. По сути дела, прошлое не имеет значения. Для вас задача, и сердце этим успокаивается, когда мне уже самому не хочется оборачиваться назад. Это абсолютное понимание, что жизнь берет свое. И каковы бы ни были, может быть, в прошлом, не случившиеся победы или, наоборот, случившиеся разочарования, все равно иду вперед, потому что этого требует жизнь. И вот это сама по себе трансформация, это как перемены, как возможности в новых условиях, с новым качеством жизни для себя, что-то очень весомо значимое совершить. И, повторюсь, это старший аркан. Для кого-то это, кстати, по 13-му аркану будет проигрываться действительно та сумма денег, которая где-то задерживалась. Или вам, вы не могли ее никак получить в силу разных причин. Здесь как будто деньги приходят. И часто проигрывается этот, по крайней мере, в моих раскладах именно 13-й аркан про деньги в той или иной позиции. И этим тоже где-то сердце успокоится, почему нет. А для большинства, безусловно, это будет спокойствие на душе, с пониманием того, что какая-то прежняя разочаровывающая ситуация для меня уже не имеет никакого значения. Я иду вперед. Меня что-то со знаком минус не цепляет. И очень знаменательно, что выпадает у вас две карты заслуженного успеха. И там показана девушка, которая отплыла от старых берегов. Она просто
идет вперед, плывет вперед. Дорогу осилит идущий. И как будто в прошлом все, что могло, уже совершилось. Правда? Только вперед. Карта совет давайте мы достанем, узнаем. Главное, не размечтаться чересчур, не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Я так называю эту карту, хоть она и звучит как и иллюзорного успеха карта, ну, иллюзии у каждого свои. Знаете, в целом-то, ведь если мы говорим про нумерологию, любая 6– это победа. Любое движение происходит в 6 стадий, и 6-я стадия– это заключительная. Почему в картах Таро шестерки– это всегда как бы победители или какие-то в чем-то наши победы, как завершение чего-то. И следом идет число 7. Это своеобразная перезагрузка для того, чтобы как удерживать собственные позиции, так и все те возможности, к которым вы уже пришли, поблагодарить где-то себя за это. Это очень важно. Благодарить как и кого-то, так и себя, безусловно. Быть добрее, милосерднее к собственной душе и, может быть, сделать какую-то паузу, чтобы более точно с чем-то определиться. Все-таки вот такой где-то вам совет. У вас что-то на пороге значимо важно. И правда, планетарно для вас 2024 год – это год и на 20, даже 5-й год больших успехов, больших возможностей. Но все будет зависеть от того, как вы их увидите, и от того, как вы с этим совсем провзаимодействуете. Перекладывайте на себя, мои дорогие, правда, во всех сферах жизни какой-то праздник, почему нет? И пусть это так будет на самом деле, и вы будьте счастливы и любимы всегда.